Привет всем. Привет. Совсем неожиданный разговор. Сидели, решили. Ты мне начал рассказывать интересную историю о том, что у психолога все есть, как она сказала, но что-то она не может найти. Вообще, ну давай, чуть да. не про это, да, а про то, что ты спросил, вот почему, не точнее, ты ничего не спрашивал, ты сказал, что вот тебе понравилось утром просыпаться, что вот я такая пришла, прямо на тебя там улеглась, вот, а я рассказывала о том, что вот я отправила ребенка в школу и открыла там инсту полистать, увидела там одна женщина-психолог, ей где-то за 40, и она сказала то, что я когда-то тебе говорила, что кажется, что самые простые вещи, они как будто бы совсем недоступны. Вот про то, что даже когда есть, вроде все есть, но вот самое простое, там какую-то верность, надежность, чтобы тебя человек мог понять, что столько вообще в мире мужчин, пожалуйста, выбирай любого, строй с ним отношения, но тот, который тебя поймет, вот что действительно очень дефицитно, найти человека, который будет тебя понимать. И более того, и когда ты его встретишь, чтобы он остался, чтобы он сделал этот выбор и просто остался. И она говорила о том, что я готова заплатить любые, что угодно, просто за верность. Я очень ценю это качество. И что в ее уже опыте было много хороших людей, но у них есть один нюанс, они не оставались в ее жизни. Она сказала, что типа я хочу найти человека, который поймет меня и останется со мной до конца, до самой старости. Это ее мечта. Человек, который сделает этот выбор, остаться и просто принимать человека со всеми его состояниями, быть верным всегда, до самого конца. А достаточно ли то, что он ее понимать будет? Она его собиралась понимать вообще или нет? Может, потому она и не встретила такого, который бы с ней остался, потому что она понимать не хотела. Насколько сильно зависит это понимание обратной стороны? Я думаю, что она вообще всех понимает, потому что у нее колоссальный опыт, по большей части, что у нее точно с этим проблем нету. И есть момент, когда ты понимаешь человека прекрасно, бывает даже, что и он тебя понимает, но при этом не выбирает остаться с тобой и уходит из твоей жизни. Знаешь, я как-то тебе тоже говорил об этом, что раньше я чему-то завидовал, да, и я, наверное, никогда не завидовал на деньги, на какие-то вещи. Да, я все-таки, как любой, наверное, мужчина, люблю цацки какие-то. Хорошие там мотоциклы вижу, думаю, классно, мужик, ты же его купил, ты же на него заработал. Или, может, украл его, я не знаю. Условно. И я говорил тебе, что вот сначала, может быть, просто по привычке говорил, да, что, знаешь, классно, что хорошая жена – это важно само в жизни, это жемчуг. В Библии написано, что это драгоценнее жемчуга, хорошая жена. Но вот шло время, месяц, другой, год, другой. Я смотрю на тебя, и вот недавно я тебе сказал, что я все больше понимаю, как ценно, когда рядом с тобой тот, кто тебя любит. Да. Невозможно вообще ни на что заменить это. Ни на что. Все остальное кажется таким пустым, таким, я не скажу бесполезным. Деньги нам тоже нужны, правда? Нам нужны какие-то средства, нам нужно дом, где жить. Хорошо, когда вот у нас есть машина, на чем ездить, да? Да, если все это есть, а нету человека, с которым ты мог бы все это разделить, то ничего, в этом нет никакого смысла. Да, я бы, наверное, это видео, даже не знаю, как его назвать, но, наверное, что нужно искать в первую очередь. Вот когда рядом с тобой нужный человек, все остальное, оно по-другому работает, по-другому, по крайней мере, с мужской точки зрения, с моей стороны. Вот мне всего достаточно. Да, есть цели, ты знаешь мои грандиозные планы –
Да. Ну вот, а как с твоей стороны это выглядит? Как ты понимаешь, что нужно для счастья вот женщине современной? Ну вот я говорю, что вот просмотрела этот рилсик утром и подумала, вот Виталик всегда остается со мной, и я знаю, что ты верный, и я знаю, что ты останешься со мной до конца, и вот такое вот чувство благодарности сразу, такое, знаешь, расплывается просто по телу. И думаешь, вот даже у меня бывают разные дни, более удачные, не совсем удачные. У меня есть какие-то новости, которые огорчают, там, у меня что-то не получилось, и когда я думаю, что я там выгляжу неудачницей в твоих глазах, либо просто когда, и вот у меня там настроение плохое из-за того, что что-то там не сбылось, и ты все равно остаешься со мной рядом, ты все равно разделяешь все мои эмоции, даже и грусть, что ты всегда остаешься, всегда такой включенный, всегда со мной на 100%, не только физически, но и духовно, что у нас есть эта духовная близость. И я такая уже посмотрела этот рилсик, отложила телефон, пошла, смотрю, ты спишь. Так это вот какой у меня будильник был, поэтому я пришла, просто улеглась к тебе, что думаю, вот мой верный, надежный человек, который всегда остается со мной рядом. И я понимаю, что вот она классная, умная, взрослая, достаточно счастливая женщина, но это ее мечта. А у меня это есть. И я просто такая думаю, что, как здорово, что даже если бы я могу сказать, если я в чем-то не успеваю, в смысле не достигаю успеха, либо не с первого раза, у меня всегда есть отдушина, что я очень успешна в этом, что у меня есть любимый человек, верный, надежный, который останется со мной всегда и который меня выбирает всегда. И я не сомневаюсь в этом. Вот что человек делает выбор этот каждый день остаться со мной и всегда выбирает меня. Это правда. Спасибо тебе и за утро, и за вчера вечер, и вообще за то, что ты выбрала меня однажды. Как же я могла не выбрать? Очень тебя люблю. Как это та песня Николая Носкова. Среди подлости и стяжательства и суда на расправу скорого есть прекрасные обстоятельства. Я люблю тебя. Это здорово. Это здорово. Мы хотим, чтобы все были счастливые, находили друг друга, были верны друг другу, ценили друг друга. Да, верность действительно настолько классное качество. И просто оно как бы не так вот сияет, возможно, как некоторые другие, там, харизма, ум, какие-то талант. А верность, она как будто бы вот где-то остается в тени, но если нету верности, ни в чем нельзя быть уверенным. Это все тогда это как вот дом, построенный на песке, когда нету этой верности. Все, что есть. А когда человек верный, можно просто жить спокойно каждый день. А это сейчас на вес золота. Да, ну что, пока-пока всем. Если вам интересны еще наши истории, наши советы какие-то, чем мы делимся в семье, сохраните где-то ссылочку на наш канал, заходите к нам, оставляйте свои комментарии, мы будем рады видеть и ваши советы, ваши пожелания, ваши истории. Да, мы желаем вам быть верными и быть рядом с теми людьми, которые верны вам.